Приветствую, друзья! Кроме относительно дорогих наушников, о которых мы говорили на протяжении последнего месяца, в мире аудио появились и весьма неплохие бюджетные решения. К числу таковых я хочу отнести Tengzu Xuan NV, оформленные в стиле обыкновенных бабочек. Базируются они на двух драйверах, где оба динамики имеют полностью прозрачные гипоаллергенные корпуса и, на мой взгляд, чуть ли не лучшие амбушюры на рынке. Любопытная модель, вдобавок и довольно дешевая. О ней сегодня и поговорим. Поехали! Пришли наушники в средней по габаритам коробки с изображением девушки с катаной и целого роя из бабочек. Также в углу есть логотип, говорящий о участии в проекте англоговорящего блогера HBB. С обратной же стороны расположился список технических характеристик, откуда мы узнаем о использовании тут двух 8-мм динамиков, а также о их общей чувствительности в 98 дБ и импедансе, равном 8,5 Ом. В комплект нам положили мягкий мешочек из кожзаменителя и два набора фирменных силиконовых амбушюр, в точности таких же, как идут к дорогим Tengzu Neza. Кабель, как для своей цены, тоже неплохой, гибкий, витой, с приятным тактильным ощущением и сопротивлением в 45 сотых Ома. Нормальный кабель, жаль только на 3,5 мм штекере. Сами чашечки полностью выполнены из специальной прозрачной смолы, сквозь которую прекрасно видны оба динамических драйвера и целых 3 отверстия для компенсации. Внешняя же часть в сборке составляет бабочку. Красный цвет, конечно, спорный выбор для наушников, но внимание такая модель однозначно притягивает. Ну и с изоляцией, естественно, тут тоже все в порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас довольно внушительный по амплитуде импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,3%, что очень достойно. Фаза ведет себя естественно, а с возмущениями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с пологим таким переходом на середину, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости и два пика на 8 и 15,5 кГц. Где первый нужен для усиления четкости звучания, а второй, чтобы хоть как-то приподнять уровень высоких частот. Как видите, это очень напоминает кривую диффузного поля, а следовательно близко к Queen of Audio Aviation, Yangin Canon 2 и даже Moondrop Aria 2. То есть прекрасная настройка, другого в данном сегменте и не нужно. Звучат же Xuan NV чисто, прозрачно, с приятным слуху аналоговым окрасом, правильно расположенной относительно слушателя сценой и очень неплохой выразительностью. В недочеты могу отнести весьма условную акустическую массу, а вместе с ней зачаточного уровня тембральный объем, насыщенность и чуть притушенную музыкальность. Они скорее нейтральные, с присущей той суховатостью и пресностью звучания. Зато здесь очень неплохие атаки, быстрый и достаточно текстурный, прилично опускающийся на глубину бас, четкая подробная серединка и органичные, комфортные, но не особо протяженные высокие частоты. Сравнивать Xuan NV, например, с Neza совершенно бессмысленно. Герой обзора ощутимо слабее по всем пунктам вообще, но там и разница в цене довольно серьезная.
Усиление они требуют прилично, да и значение импеданса само по себе уже намекает на высокие требования к тракту. Зато по стилистике они полностью универсальны. Слушал на них джаз, много вокальной электроники, симфоническую музыку, рок, толику этники. Все, как для своей цены, звучит очень достойно. Сравнить я это могу только с Tenderen TD-19, который намного сочнее, объемнее и куда музыкальнее героев обзора. Но, конечно, не такие прозрачные, гораздо ярче и с менее выраженным басом. Впрочем, особо басовитыми я и Shure NV не назову. В принципе, нормальные наушники, без каких-то проблем, с прекрасной настройкой, мелодикой и разрешением. Ничего прямо эдакого в акустическом смысле они, конечно, предложить не в силах, но зато и стоят вполне вменяемые $70. Все тут сбалансировано, естественно и в меру технично. С чем-то подороже их сравнивать, наверное, нет смысла. Мы только рассмотрели более 10 наушников от 180 до $400, и все они гораздо лучше Shure NV, причем по всем пунктам. Так что обмануть систему, увы, не получится. Хотя в своей нише герои обзора очень хороши. Они не ярчат и не басят, не дают какой-то излишней агрессии или мути, да и корректны в области сибилянтов, разрешения и передачи пространства сцены в глубину. Слушать, в общем, их не просто можно, от них реально получить удовольствие и даже поймать свой вау-эффект. Приятные недорогие наушники для продвинутого меломана. Именно так бы я их и описал. Они однозначно лучше большинства решений от КЗ, включая их планарные решения, естественнее бюджеток от Celeste и куда техничнее недорогих Kiwi Ears. Итогом модель Shure NV от компании Tengzu полностью сделаны из тактильно приятной гипоаллергенной смолы, удобно сидят, насадки и кабель в комплекте нормальные, чуть ли не минимальные искажения, прекрасная настройка АЧХ и в меру техничное с легким таким аналоговым характером звучание. Они прекрасно справятся практически с любым жанром, ничего нигде не выпячивая и не задвигая на вторичный план, но при этом довольно требовательны к усилительному тракту источника. Телефон или планшет, например, их вряд ли смогут раскачать. Само же звучание здесь очень чистое, я бы даже сказал прозрачное, с небольшой добавочной массой, подчеркнутой выразительностью, прекрасным разрешением, динамикой и даже легким таким уклоном в эмоциональную часть. Слушать их реально приятно, так что, как для своей цены, это весьма впечатляющее решение. Tengzu, как обычно, не подвели. А у меня, друзья, на этом все. Это были наушники Tengzu Shure NV. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!